Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить о мужчинах после 40 лет, которые выбрали жизнь соло. 40 лет — это определенный рубеж в жизни, когда уже за плечами есть опыт и формировалось определенное мировоззрение. Кто-то говорит, да с ними что-то не так, да все с ними в порядке. Это просто изменения в мире. Волна жизни соло среди мужчин набирает популярность по всему миру, и скоро захлестнет нас. Разные мужчины разного статуса получают удовольствие от того, что они выбрали жить сингл. Похоже на то, что ты всю жизнь жил в городе и слышал шум машин, потом поселился в лесу и понял, что тебе нравится все больше слушать пение птиц. Мужчины после 40 — это уже не те юные романтики. Как у Пушкина. Нет, я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Поверьте, совесть том порукой, супружество нам будет мукой. В словах Онегина звучит разочарование в любви. Мужчины уже к такому возрасту становятся с собой честны. Хвала и честь мужчинам, которые не играют в игры, не манипулируют, а открыты, прямолинейно заявляют женщинам, что в отношениях не заинтересованы. Говорит мужчина 40 лет, у которого за плечами неудавшийся брак. Больше всего боялся мнения друзей. Думал, будут советовать найти кого-то срочно. Оказалось, многие мне завидуют. Нет постоянных компромиссов, которые перевешивают в сторону женщины. Метание между обязанностями и своими желаниями. Я, наконец, свободен. Есть две категории мужчин-солистов. Это те, кто был в браке и уже не хотят, и те, кто там не был, но тоже не хотят. Мужчина после 40 лет. Карьера, дети, дом. Формально все у него сложилось. На стоянке стоит автомобиль, в рамке фотография его семьи. Но вместо удовлетворения просыпаются забытые мечты. Желание отчаянно почувствовать себя живым. Накрывает тоска. Жизнь превратилась в отлаженный механизм. Внутри вопрос: зачем это все, если я несчастлив? Мужчинам хочется чувствовать себя не функцией. Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения. Ральф Эмерсон. Есть два способа сделать жизнь простой. Выбирать, что важно тебе, и отпускать, что нет. Вот мужчины и начали отпускать. Что ж, сегодня, как вы поняли, я буду говорить о мужчинах после 40 лет, как они меняются с молодого возраста и почему выбирают жизнь соло. 8 поворотных пунктов. Как описал Эрик Эриксон человеческую жизнь. Эриксон подчеркивает исторические условия, в которых формируется человек. Неизбежно связано с особенностями культуры, времени, общей системой ценностей. У каждого поворота два пути. Продуктивный отражает силу и тупиковый теряет ее. Стадия 7, как раз возраста 40 лет, проходит под знаменем заинтересован в поглощенности личным комфортом. Средняя зрелость. Что значит моя жизнь к сегодняшнему дню? Что я собираюсь делать всю оставшуюся жизнь? 40 лет — это серьезный рубеж в жизни мужчины. Пока мужчина молод, он готов тратить свою жизненную энергию на отношения. Но с приближением 40 мужчина, наконец, решает пожить для себя. Все свои ресурсы он концентрирует на самореализации и личностном развитии. Ему так нравится мужчинам жить соло, что у них есть возможность делать то, что хочется им. Такого мужчину полностью устраивает его жизнь. И кардинально он менять ее не собирается. Причина, почему мужчины выбирают жизнь соло. Мужчины уже прекрасно знают к этому возрасту, что женщины выдвигают к мужчине завышенные требования. Нервы, неудовлетворение в отношениях, куча траты времени. Когда мужчина оказывается один, у него есть время подумать и расставить все по местам. Он понимает, что он приобрел и от чего отказался. Как правило, перевешивает в плюс
то, что он приобрел после того, как стал жить один. Начинается подлинная жизнь. Мужчина понимает, что столько всего должно соединиться и сойтись, чтобы найти человека, с которым тебе будет хорошо. Что сделать сейчас крайне сложно. Должны быть похожи, чтобы понимать друг друга, но у них должно быть что-то разное, чтобы полюбить друг друга. Вот здесь вот разное, похоже, как дебет с кредитом, не соединяется. Мужчины после 40 лет боятся обжечься еще раз. И наступать на свои грабли он больше не собирается. Теперь он тщательно взвешивает свой шаг. Мужчины перестают доверять женщинам. От этого все идет. Возьмем мужчину после 40 лет. У него нет кредитов, алиментов, жен, детей, у него есть увлечения и свободные отношения. Он говорит: мое личное пространство настолько расширилось, что я туда уже впускать никого не хочу. В моем возрасте уже сформированы привычки, и совместное проживание с женщиной может привести к конфликтам. Нет, он действительно любил и верил в это чувство, просто сильно обжегся. Долго находился во френд-зоне, накопил негативный опыт. Кого-то вдохновляет любовь, я полностью ударился в работу и стал успешным. Он счастлив. Был страх выбора жить одному. Я думал, что внутренняя пустота меня раздавит. Но потом я услышал сам себя. Я стал готовить сам для себя. Ходить, гулять, куда и когда я хочу. Делать, что хочу. И понял, что раньше все это в браке было полной обязаловкой. Теперь меня никто не держит, и я кайфую. Мужчина 45 лет. Искренне, всегда искренне с юности считал, что брак у него будет и семья, только когда он к этому созреет. И вот сейчас, к этому возрасту, у него до сих пор этого нету. Но он не печалится. Он чувствовал давление общества, он чувствовал давление родных, которые ему говорили, что давай уже нам внуков и поскорее ты женись. Квартира, свой бизнес. Красавчик, похож на Киану Ривза с прекрасной фигурой. И жениться не собирается. Потому что знает, какие сейчас женщины. Проблема встретить женщину, которая будет ценить, примет до конца, не бросит, будет и в горе, и в радости с тобой. Тут адекватные желания. Причина всего этого. Откуда все идет? Очень сильно перекос пошел. Еще не дали свободу и права, что это очень сильно стало вредить семье. В заключение хочу сказать, что однажды мужчина подойдет к зеркалу, увидит седые волосы у него в волосах, вдруг осознает, что уже не тянет его крутить романы и делать безумные поступки ради любви. И ты вдруг понимаешь, что в 40 тебе важно качество. И не жить — самая редкая вещь в мире. Большинство людей просто существует. Оскар Вальд. Эта фраза принадлежит к прошлому времени. Мужчины сейчас как раз и начинают жить. Популярности соло будет до тех пор, пока не вернут права мужчинам, где мужчину будут уважать, с ним будут считаться и ценить, чего желаю я нашим современным женщинам. Берегите себя. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже завтра в новом видео. До встречи. Пока.